Здорово, ребятушки! Ну что, у нас очередное видео по саунд-дизайну, и сегодня мы будем делать с вами UI звуки. Будем делать менюшки для 3 разных игр. Это будут жанры реализм, sci-fi и казуалочки, наши любимые с вами. Но это видео будет немножко отличаться от обычных моих видео, потому что обычно подводки для таких видео я записываю уже тогда, когда результат готов. Сейчас же мы с вами находимся в самом начале пути, и я не знаю, что меня ждет впереди, получится у меня, что у меня получится, вообще как все произойдет. В общем, будем вместе с вами смотреть и экспериментировать. Я буду стараться записывать полностью каждый свой шаг. Да, конечно, придется потом помучиться с монтажом, но что поделать, возможно, что-нибудь интересное с вами и почерпнем. Как всегда, приятного просмотра, что-нибудь себе заваривайте и поехали. Как вы думаете, удалось ли мне реализовать этот план? Нет. Поэтому давайте по традиции посмотрим, что у меня получилось, а дальше заглянем в проект. Поехали. Выберите противника. Что, ребятушки, на самом деле все изначально шло по плану, и я действительно записывал пошагово все свои действия при работе над Storm Crusader. Записывал музыку, записывал фолии, записывал процесс монтажа и так далее, но потом мне пришлось уехать на выходные с семьей, и именно поэтому сегодня я вещаю для вас из этой прекрасной атмосферы Прованса. Ну а теперь, что у нас творится в проекте? Поехали. Начинаем мы со Storm Crusader. Я обожаю эту игру, играю в нее периодически на протяжении уже, я не знаю, лет 10. И просто подготовка UI звуков в вакууме, в голом пространстве мне было неинтересно, но и просто накидывать какой-то ambient тоже мне показалось грустноватым. Поэтому я решил, что правильно, упороться. Как-то так. В общем, было очень интересно на самом деле. Дальше мы накинули немножко эмбиента, чтобы у нас ветерок гонял плащ нашего рыцаря. Дальше движение его одежды. Непосредственно движение самого рыцаря. И дальше уже была работа непосредственно с UI-ками. Какие группы UI у нас здесь присутствуют? Это
у нас идет выбор непосредственно наших кнопок. То есть идет Select Button. Из чего он состоит? Он состоит из звукозащелки с ящика, удар топора и лезвие топора. Следующее событие — это идет выбор наших настроек и информации. Он также состоит из звука топора, который, да, опущен по питчу, и звука нашей защелочки. Также интересно, когда мы убираем какой-то слой, у нас кнопка, в принципе, остается той же фактуры, но меняет свой характер. Как это звучит? Это звучит вот следующим образом. У нас одна кнопка вот, когда мы выбираем настройки, а дальше перемещение по внутренним кнопкам окна. Это тот же наш топор. Часто пользуясь этим приемом, он позволяет нам выдерживать стилистику, но менять характер самих звуков. Дальше это наш клик. Ну и также я решил подчеркнуть звук открытия окон и переключения кнопок звуком металлического лезвия. Так как у нас все-таки мечи, топоры, крестоносцы, чтобы стилистика была выдержана. Также во внутренней менюшке мы добавляем пару реплик. Выберите противника! И при выборе нашего противника крысы мы добавляем голос крысы. Собственно, на этом все. Звук старта. И понеслась. Звук старта — это наш клик, и затем звук мечей. Скажу честно, что мне, конечно, понравилось больше всего работать над музыкой, потому что никогда в жизни не писал дудук и никогда в жизни не писал восточные мотивы, но было интересно. Следующий на очереди у нас Apex, и действуем ровно так же. Записал музыки буквально 4 дорожки, максимально просто. Вот такая драмка. На серуме вот такой вот. Вот такая басовая подложечка. Заполнение. И основная мелодия. Все, также, чтобы наша картинка имела ощущение пространства, я добавил сюда крик нашего ворона. А дальше точно так же выделяем системы. У нас есть система выбора наших основных категорий меню. Дальше у нас при открытии у нас возникает под меню. Вот эти вот 3 вкладки. Дальше это может быть наш клик, либо открытие окна. И, как мы это реализовали, главный main. Это какой-то sci-fi звук. Hi-hat и тремоло, которая здесь имеет автоматизацию по шифтеру. И вместе это звучит таким образом. Следующая система — это открытие окна. И это все звуки фотоаппарата. Вообще обожаю фотоаппарат. Если его накрутить, у него много всяких щелчков, звуков, выдвижных механизмов, пиканий, пиликаний. В общем, куча вариантов для воображения. Давайте послушаем. И вместе получилось неплохо. Опять же возвращаемся к нашему ходу, когда у нас есть какой-то слой в звуке. И мы просто оставляем один из слоев. И дальше просто оставили hi-hat. Окей, дальше у нас открытие второго окошка. Это опять же фотоаппарат. Угу. И в завершении, когда мы уже выбираем оружие, делаем Select Gun. Окей, теперь переходим к Angry Birds. Здесь у нас уже музыки не было, поэтому добавляем просто звук дождя, грома и молнии, так как у нас на фоне, очевидно, идет дождь.
И еще немножечко вращения пропеллеров вот этих. Слышите, да, на фоне? Дальше просто решил набрасывать по принципу, что вижу, то и делаю. Здесь у нас есть звуки построения вот этих наших сооружений деревянных. Собственно, эти же звуки потом участвуют вместе со звуком разрушения при процессе попадания в них нашего снаряда. Здесь вот есть звуки коробки, звуки камней, звуки каких-то там еще бутылок. Вроде как я все подряд просто добавлял. Главное, чтобы оно было нежным и не резало нам слух. Что касается самих UI, то здесь, как вы видите, я их, по сути, даже не выделял. Они сами по себе, вот за исключением уже нашей карты, которая здесь вот появляется, вернее, выстрела и появления карты. Остальное — это здесь вот есть звук вот взрыва нашего соперника. Кстати, специально умышленно добавил сюда фейерверки, а потом так совпало, наверное, у меня где-то на подсознании это было, что потом в оригинале я послушал, там тоже присутствуют звуки взрыва хлопушек и фейерверков. Это звук здесь переворота карты. Собственно, вылет нашей карты состоит из вуша, снейра, какого-то фэнтези. Я что-то с ним делал? А, я с ним даже ничего не делал. Магический шиммер и тональная составляющая, которая написана на серуме. Угу. И вместе еще раз. Подтверждение действия музыкальной частью всегда выполняет свою функцию. Окей. Здесь у нас звук натяжения рогатки. И звук бьющегося, звук разбивающегося стекла. И точно так же здесь есть кик, снейр, голос и разрушение. Деревянные, стеклянные, оловянных нету. В принципе, на этом все. И много голосов, да. Чтобы не было грустно, скучно, я записал реакцию нашего товарища на все наши действия. Всегда добавляет жизнь. Ну что, и на сегодня у меня все. Как всегда, спасибо большое за то, что смотрели это видео. Если у вас есть какие-то идеи, пожелания, предложения, любая конструктивная критика, всегда рад. Поэтому комментарии, лайки, подписки. Буду очень вам признателен. Увидимся. До скорых встреч. Пока.